Здравствуйте, дорогие любимые мои подписчики и гости канала. Сегодня я для вас сделаю расклад на 4 королей, что он очень хотел бы вам сказать сегодня. Да? Давайте возьмем и посмотрим преддиагностику. Некоторые, если не смотрят, но я всегда советую смотреть и воспринимать даже самые маленькие какие-то подсказки от высших сил, потому что любые подсказки важны, да, для нас, для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Итак, и первый король выходит, это король огненной стихии. Напоминаю, смотреть можно по солнечному знаку и по асценденту. Вот. Здесь карты показывают на то, что этот человек сейчас стоит перед выбором. У него с какой-то женщиной, дамой Пентаклей, это можете быть вы, может быть другая какая-то женщина в его жизни, с ней у него качели. То есть он не знает, в какую сторону идти. Но на самом деле он понимает, что в сторону вот этой женщины у него перевес, ну как бы сейчас, допустим, на данный момент больше, но он хотел бы отправиться совершенно в другом направлении, в более светлом. То есть ему где-то не нравится, что происходит в отношениях сейчас. Давайте дальше. Вот этот король, видимо, он был прям на пути к тому, чтобы открыться, а вот остальные немножко задерживаются. А здесь король Пентаклей, у него тоже рядом с ним какая-то дама мечей и отношения, связанные с этой дамой мечей. Отношения могут быть в казенном доме или же в каком-то другом, но вы отвернулись друг от друга. Вы или другая женщина отвернулась от общения с этим мужчиной. Да? Здесь есть какие-то проблемы. Они могут быть и казенного характера, и как бы серьезных отношений. Да? Вот такой момент может быть. Так, следующие какие короли у нас выйдут. Они, видимо, у них более-менее... ну вот, более-менее может быть и нормально. Смотрите, возле короля каждого где-то присутствует дама, да, смотрите. У этого короля мечей, рядом с ним дама страсти, да, дама огненной стихии. И, может быть, он, конечно, хочет страсти с какой-то женщиной огненной стихии, или просто хочет с вами, например, любой стихии страсти к вам, да, он хочет что-то предпринять для того, чтобы быть с вами вместе, ну, по крайней мере, на уровне вот именно страсти. Здесь, так, мы королей рассматриваем. Вот король чаш, сейчас у нас король водной стихии. Он сейчас собирается начинать новую жизнь. У него прям вот идут перемены, что-то, может быть, уходит на задний план, и он пытается, ну, по крайней мере, сейчас говорит о том, что у него какие-то перемены в жизни серьезного характера идут. Эти перемены могут быть связаны с детьми, с какими-то казенными хлопотами, у него что-то меняется в жизни, и ему придется, хочет он этого или нет, начинать жизнь с нового листа. Обратите внимание, вот у этого мужчины так вот здесь вышло. Ну что ж, давайте дальше будем смотреть. Мы будем смотреть конкретно на каждого короля, чтобы узнать побольше информации. Что он хочет, вот этот король жезлов, да, вам сказать сегодня? Этот человек на самом деле очень долгое время не знал, куда ему идти.
А вот у него, ну, как бы, может, он даже и не общался какое-то время, не встречался, ему нужно было побыть в одиночестве, понять, что ему нужно, и после этого только начинать действовать. Он понимает, что где-то у него в прошлом его звезда, где-то там что-то осталось нерешенное, незакрытое, которое ему нужно решить. И здесь выходит карта действия на самом деле. Он хочет убрать ту ситуацию, которая произошла негативная между вами. Здесь такой момент. Давайте посмотрим, что он прячет. Да? Что он прячет. А у некоторых обязанности перед кем-то, да, может быть, перед детьми нужно проявить какую-то заботу, да, помочь финансово. А другой момент, здесь карты могут показывать на то, что у него идут перемены, которые связаны с какими-то новыми заработками в его жизни. Может быть, кому-то он, может быть, ему кто-то оказывает какую-то помощь, но у него в жизни идут перемены. Может быть, сейчас ему нужно пройти какой-то этап в начале для того, чтобы решить вопросы, связанные с близкими, с детьми, а потом уже идти к переменам. Вот так тоже может быть. И только после этого он уже к чему-то пойдет. Ну вот давайте посмотрим, к чему он в итоге придет, да, то есть будущее что будет. Трансформация, конечно, какая-то. Здесь карты говорят о том, что проблемы на самом деле, они закончатся у него. Если были какие-то болезни, были какие-то переживания и невозможность делания чего-то, они закончатся. И он будет на коне, он обязательно будет на коне. Ну, давайте итог тогда возьмем. Видите, карта все-таки разрушений выходит. Что-то у него в жизни вначале должно разрушиться полностью, да, до основания, а потом уже этот человек обретет силу, трансформируется, но только после вот этой карты смерти, да, когда все разрушилось, закончилось, а потом он только идет встает на коня и движется к новым берегам, чтобы стать победителем. Да. Здесь вот такого плана здесь идет. Да. Ага. Ну, немножко сложные отношения, да, если говорить в вашу сторону. Здесь больше то, что он, скорее всего, даже с кем-то еще может быть, да, и ему нужно или решить какие-то другие проблемы, связанные с другими людьми, прежде чем у вас все нормализуется в отношениях. Вот здесь я так вижу. Давайте следующего посмотрим короля. И следующий король, это будет король Пентаклей. Я хочу посмотреть, что он хочет вам сказать сегодня. Что бы хотел сказать. Тоже человек, который долгое время о чем-то думал, о том, как достичь каких-то перемен, связанных с финансами, и ничего не делает пока. Пока он ничего не делает, он ждет каких-то перемен. Что он прячет? Вот этот мужчина прячет любовь. Этот мужчина прячет к вам любовь, он прячет то, что хотел бы перемен в любви, вывести ваши отношения на новый уровень, вплоть до даже создания семьи. Если он причинил вам боль, он хочет, ну, как бы извиниться перед вами. Да, здесь карты очень неплохие, очень хорошие карты. Они говорят о том, что этот человек вас любит. Он о вас думает, он хотел бы с вами что-то строить, да, так скажем. Ну, вывести на новый уровень. И к чему он
придет в итоге, посмотрим. Здесь новый шанс, которым он может воспользоваться, а которым он может не воспользоваться. Здесь какие-то предложения могут быть ему выгодные по финансам. И здесь эти перемены идут в его жизнь. Поэтому он, поскольку здесь все касалось больше материального, да, он вот где-то ждал материальных перемен, в будущем он получит какие-то выгодные предложения, и, возможно, таким образом у вас и появится новый шанс для вашей любви, для того, чтобы вывести ваши отношения на новый уровень. Следующего посмотрим короля. Давайте посмотрим следующего короля. И этот король воздушной стихии. Что он хочет вам сказать сегодня? Пока он не готов к каким-то переменам в отношениях, он не готов двигаться, он сейчас пока даже не хочет никаких шансов, он довольствуется тем, что есть, и проявляет умеренность, да, проявляет какой-то, держит, может быть, даже где-то расстояние, воздержание. Что он прячет? Что он хотел бы идти каким-то переменам, да, каким-то другим переменам в своей жизни, может быть, изменить вот то состояние, которое у вас сейчас есть. Он хотел бы любви, ему где-то не хватает любви этому человеку. Он хотел бы, может быть, у некоторых детей, да, вот, чтобы вот бац, и они были. Быстро это чтобы было все. Но вот хотел бы, чтобы все менялось и было очень такое приятное, положительное в его жизни, чтобы любовь была, вот такого плана. Есть она у вас сейчас, поскольку я вижу здесь немножко воздержание идет, умеренность, да, проявляет он. Это вот его в голове. Скорее всего, он о чем-то мечтает сейчас, но ему нужно принять какое-то решение, сделать выбор. Здесь я не вижу выбора между двух, например, женщин. Здесь больше о выборе того, что может быть перемена места жительства, может быть, да, куда-то отправиться, вот такого плана. И к чему это все приведет? Что-то разрушится в его жизни. Так, вот смотрите, любовь рушится у него, да. Любовь рушится. Вот любимая женщина здесь есть, и с ней рушатся отношения. Это, конечно, всегда печально и для меня, потому что здесь именно королева кубков показана. То есть какой-то вот женщины есть разрушение. Но сила духа здесь победит, да, то есть сила духа, сила чистых отношений где-то победит. То есть если у этого человека все-таки есть еще кто-то, то он выберет то направление, где будет больше честности, открытости, да, вот такого плана. Угу. Давайте я возьму еще одну карту. Мне просто хочется посмотреть, что же это такое. Здесь карты показывают, что будут, конечно, перемены. Он хочет что-то в своей жизни закрыть, разрушить и остаться победителем. Он не хочет быть побежденным, да? Он считает, что ни перед кем он ничем не сделал каких-то плохих действий, да, он был таким вот честным, порядочным человеком. И за это он считает, его жизнь должна вознаградить тем, что он будет победителем. Вот мне идет это такой момент, что этот мужчина, он на самом деле неплохой. У него есть благородность, да, вот такого плана. И, вот разрушение с любимой женщиной, конечно, тут присутствует. Обратите на это внимание. Всякие обстоятельства бывают в жизни, да, всякие обстоятельства. Этот человек достаточно достойный, хороший человек.
Давайте посмотрим следующего короля. Это король чаш. И я хочу узнать у короля чаш, что он очень хочет вам сегодня сказать. Что он один? Он один. Где-то в прошлом его какие-то, понимаете, спутал дьявол, да, что-то не то сделал, его просто какой-то вот кто-то его не туда, ну вот какие-то дьявольские козни были, и его завели не в ту степь, да. А он теперь он понимает, где был свет, где была тьма, да. Вот сейчас он это понимает, где он поступил как-то нехорошо, и, может быть, и просто были какие-то недосказанности вот между вами. Но здесь вот карта такая, что просто где-то его свернул он с нормальной дорожки, вот так скажем. Ну что ж, что он прячет? Он не знает, как где-то очиститься. У некоторых он уже проходит этап очищения, да, вот освобождения от того, что ему причиняло где-то вот негатив. У некоторых он просто даже не видит выхода, как очиститься вот от этого дьявольской, вот этой зависимости. Вот он это прячет, пока он не знает, как это сделать, как очиститься, как освободиться от чего-то. И давайте посмотрим, что будет. Ох, какая карта. Ну что ж, этот человек все равно найдет себе силы что-то изменить в жизни. Он отправится навстречу своей любви. Даже если у него сейчас все и так прекрасно в этой сфере, но он знает, где его любовь. Там, где он что-то не так сделал, да, вот по дьяволу, Он сейчас оставит все в своей жизни и пойдет в сторону либо возобновления отношений, либо новой любви какой-то, да. Он хочет быть достойным человеком, он хочет быть императором. Может быть, как говорится, он пойдет к такой женщине, которую он видит вот такой сильной, уверенной в себе, да, такого плана. Если это вы, то, конечно, к вам. Вот такой расклад. Ставьте лайки, приходите на мой канал еще, пишите комментарии, пишите о том, что вы хотите взять из расклада, что, например, оставляете просто без внимания, да, вот все-таки для того, чтобы что-то в вашей жизни поменялось, лучше это где-то сообщить, так, чтобы Вселенная о вас узнала, да, и дала вам какие-то блага. Вот таким вот образом. То есть ваше намерение должно быть указано. До свидания.